Привет, дорогие друзья! Снова добро пожаловать. Да, все как всегда. Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал From Siberia. Welcome. Меня зовут Мария. Обычно я делаю видео для тех, кто изучает русский, интересуется русской культурой. Но сегодня у нас видео на обычном русском. И если вы хотите провести время в Великом Новгороде, то это видео вам тоже будет интересно. Чтобы добраться до Великого Новгорода, я сначала поехала в Санкт-Петербург. И видео о том, что я делала в Санкт-Петербурге, уже есть на канале, и оно на медленном русском. Приехала я в Великий Новгород в субботу на поезде. И сразу же я пошла в отель. И оставив там свои вещи, я пошла к Кремлю. Зачем же я туда пошла? За вот этой вот замечательной книжкой, о которой почему-то блогеры, рассказывающие о путешествиях, ничего не знают, ничего не говорят. Я узнала о ней как-то случайно, погуглив информацию в каком-то месте. Что же это за книжка? Точнее, скидочная карта гостя Великого Новгорода и региона тоже. В чем смысл? Вы покупаете вот такую карту. Я покупала ее на 2 суток, на 2 дня. И по ней вы можете бесплатно проходить почти во все музеи. В некоторые музеи есть скидка на мастер-классы, скидка на рестораны и так далее. Вам дают такую книжку, чтобы вы не запутались. Здесь есть карты и вот, собственно, все музеи, которые вы можете посетить бесплатно. При посещении у вас вырезают вот этот маленький кусочек, и, соответственно, вы получаете бесплатный билет. Если вы собираетесь много ходить по музеям в Великом Новгороде, то обязательно присмотритесь к этой карте гостя. Они есть семейные карты, то есть вы можете купить на целую семью и бесплатно ходить по всяким музеям. Итак, мы идем в Кремль с вами, в Кремль в Великом Новгороде. Я думаю, что если вы иностранец, то вы наверняка знаете Кремль в Москве. Так как Москва – это столица России, то Кремль московский, он очень известен. Но такие сооружения, как Кремли, строились во всех древних городах России. Например, в прошлом году я ездила в Казань, и там тоже есть очень красивый Кремль. Конечно, все стены, которые там есть, это уже стены не древние, а стены, наверное, где-то 19 века, потому что древние стены, они были из древесины, и, конечно же, она не такая долговечная. Я, как фанатка церковных фресок, попыталась увидеть их как можно больше, и, слава богу, многие старинные, действительно очень старинные церкви сохранились в Великом Новгороде. И надо сказать, что они очень другие, они сильно отличаются от церквей вообще по всей России, наверное. В Новгородском Кремле, или как называют его в городе Детинец, находится Софийский собор. И это самый ранний древнерусский православный храм, который сейчас находится в России. К сожалению, внутри снимать было нельзя, но, честно говоря, там не очень что осталось такого древнего, кроме одной из очень старых и поврежденных икон. Конечно же, по классике я забыла платок, поэтому я надела свою сумку для покупок на голову. Для тех, кто не знает, напоминаю, что в православии принято надевать платок на голову, когда вы входите в храм.
Ну, конечно же, жемчужина туристическая и историческая Великого Новгорода — это Магдебургские врата, которые были сделаны в Германии где-то в середине XII века, и как они оказались в Великом Новгороде, не совсем понятно. Но Великий Новгород в средние века был серьезным экономическим центром и очень активно торговал с Европой. Но было ли это куплено, украдено, подарено науке, пока неизвестно. А может быть, и никогда не будет известно. Ну а теперь мы, конечно же, идем в музей, потому что, если вы знаете меня, то я очень люблю музеи. У меня уже куча контента вокруг музеев на канале есть. Великий Новгород был не только экономическим центром, как я уже сказала, в Древней Руси, в Средневековье, но это было также очень крупное государство. И люди, которые жили в этом государстве, они были очень грамотными людьми. Что мы подразумеваем под этим словом? Грамотный значит, что они умели писать и читать. И умели писать и читать даже обычные люди. То есть это не были какие-то люди, которые специально переписывали книги или работали, писцами, записывали какие-то государственные документы. Нет. Люди просто писали обычные записки друг другу. На чем же эти записки были записаны? Писали они на так называемых берестяных грамотах. Что же это было? Это была береста. Береста – это кора от березы. Вот сейчас у меня в руках береста. Она, конечно же, старая, поэтому она такая. Но, по идее, ее можно, если размочить, или если она очень молодая, то ее можно сделать плоской, и вот здесь можно писать все, что захочешь. Писали на ней специальными железными или костяными палочками. Писали, конечно же, не только на бересте, писать можно было и на камнях, также писали по воску, особенно когда учились писать. И о подобных грамотах, конечно же, знали из источников, но все никак не могли найти их. И вообще самая-самая первая грамота была найдена в 1951 году чудесной женщиной Ниной Акуловой, абсолютно простой жительницы Новгорода, которая просто пришла подзаработать на раскопках. Но на сегодняшний день найдено уже более 1200 этих берестяных грамот, не только на территории России. Эти грамоты датируются от XI века до XV века, то есть представляете, сколько веков прошло, сколько веков между нами и теми людьми, которые писали эти грамоты. Это вообще большое чудо, что они смогли сохраниться в этой влажной почве. И о чем же они там писали, как я уже сказала, что это были обычные записки, обычные люди, это были приглашения в гости, это были любовные послания, это были долговые расписки, завещания, молитвы и так далее. Ну а теперь еще одна великолепная церковь, в которую я пошла, абсолютно бесплатно по карте гостя, хочу сказать. И в этой церкви сохранились фрески Феофана Грека, очень известного иконописца XIV века, византийца, и он очень-очень известен в православном мире своими работами. К сожалению, эта церковь очень многое пережила на своем веку, точнее, на своих веках, потому что их было очень много, но внутри там очень атмосферно, и я вам советую туда сходить. После этого я посетила Центр музыкальных древностей, где показывали и рассказывали о старинных музыкальных инструментах, которые были воссозданы из тех маленьких осколков, которые были найдены при раскопках. И в конце нам разрешили все потрогать и попробовать на них поиграть, если вы с детьми.
Им это очень понравится. Затем, наконец-то, у меня был долгожданный обед. Очень красивый, надо сказать, очень вкусный. Ну, а потом еще одна причина, кроме медицинных грамот, зачем я поехала в Великий Новгород, это встретиться со своим дорогим другом, который сейчас учится на врача. Привет ему, если он смотрит это видео. Поэтому меня пригласили на мероприятие. К сожалению, я совсем забыла, что мне надо снимать, хотя бы для себя, на память, поэтому я такой вот... Есть парочка маленьких кусочков. Ну, а на второй день я поехала недалеко от Новгорода, но в такой чудесный музей под открытым небом, который называется Витославлица. Что же это за музей такой? Здесь были собраны дома, церкви и другие постройки, начиная от XVI века до начала XX. Так как все русские дома, традиционные русские дома делаются так, чтобы их можно было разобрать и собрать, то, соответственно, их можно было разобрать в деревнях, в которых они стояли и сохранились, и можно было перенести их в другое место и собрать заново. Очень интересно мне было посмотреть на дом-избу. Я думаю, что это дом достаточно богатого, обеспеченного крестьянина, потому что, честно говоря, у меня было достаточно слабое представление о том, как же жили люди в то время. Это дом конца XIX века, но, опять же, повторюсь, это очень большой и богатый дом. Я думаю, что люди победнее жили, конечно, в домах попроще. Очень любопытно было заметить, что в районе Новгорода дома ставились на камне. Видимо, опять же, это связано с повышенной влажностью почвы. Еще мне очень понравилась черепица из дерева, а также водосточные трубы, сделанные из дерева. Тоже очень милые. Я там бродила несколько часов, и, конечно, я пошла там погладить, покормить домашних животных. И в конце я пошла в ресторан «Старый гусь», который там же находится для нашего туристического удовольствия. Там было очень-очень много народу, но было очень вкусно. Затем я поехала назад в город. Я очень хотела попасть на Ярославово дворище. Это место, где стояло рядом много-много церквей. Но, к сожалению, когда я там была, это место оказалось закрыто на реконструкцию, ремонт. Поэтому я так и не увидела, что же там находится. Поэтому, конечно же, я пошла снова в музей. Кстати, если вы хотите посетить только один музей в Великом Новгороде, то я советую сходить в этот музей. Этот называется «Главное здание музея». И там рассказывается вся история Великого Новгорода, и там показаны все предметы, которые нашли на раскопках. Там, например, есть реконструкция языческого капища, конечно же, также берестяные грамоты. Вообще, да, все предметы, которыми пользовались в новгородском государстве, украшения, кошельки. Также там представлена древняя канализация, что вообще очень-очень круто. Опять же, из-за того, что была большая влажность почвы, воду надо было с городских улиц куда-то уводить. И были сделаны такие трубы из дерева, по которым вода утекала, сверху был настил. Кстати, эти деревянные настилы, есть фотография, где там несколько просто метров выше и выше становился город и настилы.
Ну, завершая рассказ, я хочу сказать, что, конечно, мне немного не хватило времени в Великом Новгороде, всего 2 суток. Тут очень интересный город, много чего интересного там можно сделать и посмотреть, и съездить по реке погулять, и в окрестностях Новгорода тоже есть очень классные вещи и места. Поздравляю вас, если вы дошли до конца этого видео, на котором я очень быстро разговариваю. Но если вы дошли и вам было интересно, но вам было очень трудно, потому что вы еще не так знаете русский, то у меня есть плейлист с видео на медленном русском. Пожалуйста, идите туда. Там тоже очень много чего есть интересного. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас в своем телеграме. Жду вас в своих видео на медленном и быстром русском. Спасибо большое, что посмотрели. Надеюсь, что вам оно было полезно. И вы узнали какие-то места в Великом Новгороде, попрактиковали свой русский язык. Всем пока, большое спасибо, до скорой встречи. Люблю вас, целую.